Всем привет! Сегодня мы решили совместить в нашем видео 3 разных варианта нанесения штукатурки декоративной из одного и того же материала. Мы будем использовать декоративную штукатурку травертин и покажем как минимум 3 разных эффекта из одного и того же материала. Используем травертин колерованный. То есть вообще смысл видео в чем? Штукатурка декоративная – это такая густая масса, из которой мы на стене можем творить все, что нам угодно. И инструменты могут быть подручные, то есть любые щетки, расчески, гребешки какие-то, еще что-то. Наносим. Первый вариант. Штукатурка наносится преимущественно с помощью кельмы. В некоторых случаях можно использовать шпатель. Ну, в данном случае вот вы можете и шпатель. Берем материал на кельму, накладываем его на стену. Стена должна быть более-менее ровная, не шпаклеванная, но штукатуренная. То есть наносим. Такой светлый бежевенький цвет у нас материала. И берем кисть широкую. Вот, допустим, вот такую кисть. Предварительно смачиваем водой, для того, чтобы штукатурка не залипала. И делаем вот такие круги. Раз, два, три. То есть они такие пересекающиеся. Вот так. Продолжаем. То есть мы берем небольшой участок на стене, сделали круги, следом сразу в шахматном порядке наносим следующий участок справа налево и делаем круги, продолжаем. Вот таким образом. Раз, два, три. То есть это такой достаточно легкий способ. Кисточки можно использовать разного размера. Одну побольше, одну поменьше, чтобы круги были разного формата. И продолжаем круги. Раз, два, три. Вы видите, я не стараюсь делать круги прямо идеальные. По всей стене это не получится, они все равно будут где-то немножко перекошенные. Ничего страшного, в этом весь и смысл есть штукатурки декоративные. Раз, раз, раз. Пересекаем их между собой. И вот так вот идем по всей стене, не останавливаясь от угла до угла. Одна стена должна быть сделана за раз, без отрыва на обед и перекур и всякое такое прочее. От угла до угла идем и делаем вот такие круги. По сути, это уже готовый вариант. Теперь, после того, как она высохнет, вы ее просто подшкурите, и она готова. Можете ее там лазурьками покрыть, да, по верхушечкам вот тут вот. Но так как у нас сейчас идет в одном видео 3 разных нанесения, это значит, что мы эти круги снимаем. Это не итоговый вариант. То есть этот вариант будет без завершения, мы просто показали смысл, что можно наносить штукатурку вот таким вот образом. Дальше, второй вариант. Точно так же наносим штукатурку. Берем какой-то гребешок или расческу. Допустим, вот такой у нас декоративный гребешок. И делаем вот такие вот какие-то движения хаотичные. Можно делать вот так. Продолжаем нанесение. Также делаем от угла до угла. Стена должна быть сделана в один подход. То есть, если вы начали одну стену, то не останавливайтесь от угла до угла. И после того, как подсыхает уже штукатурка, то есть она высохла, вы вот эти излишки подшкурите. Вот. После того, как штукатурка подсохла, вы ее либо подшкурите, либо вы ее почистите кельмой также.
Смотрите, снимаем то, что мы намазали тут. Снимаем. И последний вариант, который мы доведем сегодня до конца, это будет простым валиком нанесение, имитация змеи. Наносим штукатурку на стену более-менее ровным слоем, не жирным, более-менее ровный. То есть слой должен быть такой, чтобы укрыть поверхность стены. Наносим. Берем валик. Вот такой валик, обычный декоративный валик, имитация кожи змеи. Смачиваем водой, для того, чтобы штукатурка туда в поры не залипала. Смачиваем водой и просто отпечатываем фактуру вот таким вот образом на стене. Снова смачиваем и отпечатываем. То есть здесь нам не нужно сильно пересекаться. То есть у вас должна быть линия, вот вы провели, и следующая линия рядышком. Вот так. Вот так. И оставляем ее сохнуть до полного высыхания. Полностью ждем высыхания. После полного высыхания декоративной штукатурки, она у нас высохла полностью, мы ждали сутки в среднем, мы берем воск колерованный, более темного цвета, вот так. То есть здесь у нас светлый такой бежевый оттенок, мы берем более темный, резиновым шпателем для затирки плитки примерно, вот так вот его наносим. Мы забиваем фактуру вот во внутренней части, воск яркий. Сверху стараемся излишки снять, чтобы верхушки были светлее. Прям вот так вот вбиваем ее туда. Финишное наше покрытие воска, он дает нам дополнительный цвет и защиту. Стараемся покрыть полностью, не оставляя пробелов, иначе они будут как недоделанные смотреться. Просто валиком отпечатали фактуру на стене, дали высохнуть, покрыли воском и готово. Подписывайтесь на наш канал, поддержите нас лайком. Всем пока!